Всем привет! Меня зовут Марина Найман, и я приветствую вас на моем канале «Сам себе кадровик». В предыдущем видео мы рассмотрели основные ошибки в резюме, и если вы его еще не посмотрели, то я рекомендую вам вернуться и обязательно посмотреть. Кто-нибудь из вас представлял, как работодатель находит именно ваше резюме и выбирает именно вас из множества кандидатов, или может наоборот, не дает никакой обратной связи, забыв позвонить? В этом видео я предлагаю вам заглянуть в самую, что ни на есть, кухню отдела персонала. Мне хочется рассказать вам о процессе подбора персонала, потому что зачастую мы расстраиваемся, что нам не отвечают, или отвечают, как нам кажется, слишком долго, задают дурацкие вопросы на собеседовании, делаем поспешные выводы и так далее. Как кандидаты на ту или иную позицию, мы на самом деле можем совершенно не представлять, из какого количества резюме выбирается лучший из лучших. Итак, обо всем по порядку. Как устроен процесс подбора персонала? Получив заявку на подбор от одного из руководителей отдела, менеджер по персоналу размещает вакансию в доступных ему источниках. Таких вакансий у одного менеджера одновременно может быть достаточно много и из разных отделов. Далее ресерчер просматривает все отклики на опубликованную вакансию. Если вакансия востребована, зарплата хорошая, компания интересная, то таких откликов только за один день может быть больше 100. С учетом того, что вакансий может быть много, на просмотр резюме у менеджера по подбору персонала чисто физически есть секунд 30, максимум минута. Хороший и качественный подбор осуществляется чаще всего не за счет откликов, а за счет проактивного поиска кандидатов рекрутером. Поэтому, чтобы найти лучшего из лучших, работнику приходится искать самостоятельно по ключевым компетенциям и навыкам, указанным в заявке на всех доступных для компании ресурсах. Поиск резюме – это процесс, который занимает еще больше времени, особенно если кандидаты не совсем грамотно составляют свои резюме. Найдя подходящие резюме, рекрутеру необходимо обзвонить кандидатов и провести первичное телефонное интервью. В ходе данного интервью менеджер компании задает основные вопросы для формирования образа кандидата, а также рассказывает о вакансии и системе мотивации. Далее рекрутер назначает подходящим кандидатам собеседование. Собеседование – это важный двухсторонний процесс, в ходе которого кандидат рассказывает о своих навыках и талантах, а рекрутер не только делает вывод о том, насколько кандидат подходит под заявленную вакансию, но и информирует кандидата о возможной будущей работе. При удачно пройденном собеседовании с рекрутером чаще всего компания практикует второе собеседование. К слову, западные компании давно практикуют в среднем 5 и более собеседований. Если подходящий кандидат найден, компания отправляет ему предложение о работе, так называемый job offer, в котором указаны все условия работы, мотивация и дата выхода на работу. Как вы могли увидеть, поиск и подбор персонала – это на самом деле трудоемкий и, главное, время затратный процесс. Возможно, ознакомившись с кухней подбора персонала, в следующий раз вы не будете расстраиваться и сетовать на рекрутера, что именно вам на ваше резюме не ответили. Хотя объективно ваше резюме могло совершенно не подходить под вакансию, но вы этого просто не заметили. Или, возможно, не получив адреса офиса, вы перезвоните рекрутеру сами или погуглите адрес в интернете и приедете на собеседование вовремя. Возможно, зная о том, что рекрутер чаще всего свой день расписывает по часам и времени собеседования, в случае невозможности приехать, вы предупредите об этом заранее, и он сможет более продуктивно провести свой рабочий день. Я понимаю, ситуации бывают разные, но отнеситесь с уважением к работе людей, которые в день просматривают бесчисленное количество резюме, чтобы найти именно вас. И не забывайте, первое правило из моего первого выпуска в этом блоге – помогайте менеджеру по персоналу. На этом о процессе подбора персонала сегодня все. Что в этом процессе вам кажется абсурдным или лишним? А может, вы знаете, как сделать этот процесс легче и проще? Или, может, вы сталкивались с чем-то, о чем я не сказала? Обязательно пишите ваши ответы в комментариях. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал «Сам себе кадровик», чтобы не пропустить в следующее воскресенье очень классное видео на тему «Как удачно пройти собеседование». И помните, кадры решают все. До встречи в следующее воскресенье в новом видео. Пока-пока!